Вопрос. Как ты себя чувствуешь? В первые дни я очень сильно испугалась. И в первые дни было прямо даже в транспорте непривычно. Там было непривычно тихо, и люди явно... Вот ты едешь на работу, и все смотрят в телефоне новости, видимо, или что-то. И такие лица в первые дни с утра, такие хмурые, и прямо тишина такая стояла на улицах, в транспорте. На работе тоже у нас все обсуждали, что это, что будет, что происходит. Все очень сильно испугались, и я думаю, у меня тоже был такой испуг. Резкое изменение реальности, неожиданное. Удивительно, кстати, что мы застали самое начало, вот этой войны вместе с тобой на твоем спектакле. Я помню, как ты мне сказала, типа, новости лучше не читать. И я так, да ладно, что там произошло? Ну, война, что ли, началась? Ха-ха. Вот. И на следующее утро она действительно началась. То есть я действительно даже не поняла сначала, что это значит, что война. Присоединение ДНР, не присоединение, а как его, признание независимости, да. И я подумала, ну ладно, ну признали и признали. Если включить мозги, можно понять, что это значит, но так как это так сформулировано, ты сначала не понимаешь, думаешь, ну независимость, ну ладно. И потом оказывается, что это значит война. И потом, после первых дней, этот страх первый сошел. Какие-то детали начали проступать, что что-то раскололось. Я начала обнаруживать, что у меня там родители реагируют не так, как я, что у меня молодой человек реагирует не так, как я, что на работе тоже часть коллег говорит, что это ужасно, что это война, что непонятно вообще, что будет. А часть коллег говорит, да, они нас вынудили там, потому что 8 лет очень сильно обижали в ДНР, ЛНР людей. Ну, ты знаешь все эти доводы, что нужно действительно воевать, потому что иначе было бы совсем плохо. Я не знаю, такие смешанные чувства. С одной стороны, мне очень стыдно, что я так сильно боюсь и что я не выхожу. Ну как, я поддерживаю движение против войны, и что-то я могу, да, писать лично, но, может быть, я не делаю вот этого самого важного, не выхожу на улицу на митинг, не делаю большие какие-то посты, потому что... Не потому что я считаю, что это бессмысленно, а потому что я боюсь просто. И это, конечно, очень стыдно. С другой стороны, я думаю, что, ну, очень важно выжить, и сейчас очень сильное ощущение такое, что как будто в этом страхе и гневе можно потерять себя. То есть как будто слишком сильно разозлиться и бездушной, что ли, стать. Не знаю. Знаешь, как врачи в поликлинике, которые, ну, они не могут жалеть каждого, и они становятся поэтому грубыми такими. И вообще вот в этой всей стрессовой атмосфере стать таким выгоревшим. У меня прям было ощущение, что важно сохранить свое живое нутро, несмотря на то, что снаружи происходит какая-то такая жесть, с моей точки зрения. Я вижу, насколько у людей разные миры. В том плане, что у меня действительно есть знакомые, с точки зрения которых ничего страшного, во-первых, не происходит. Во-вторых, для которых это какое-то ощущение обновления. Я знаю, это чудно звучит, но они действительно говорят, вот, много хорошего происходит. Что, во-первых, наконец-то, ну, типа был такой конфликт какой-то придавленный, а тут он вышел и стал явным. Как прыщ, который взорвался, и что-то будет меняться теперь. Не тлеющая такая ситуация, а вот все очевидно стало. Но, правда, для разных людей очевидными стали разные вещи. Кто-то очень оптимистичен на тему того, что сейчас у нас экономика будет укрепляться. Есть идея, да, что вот мы становимся более независимыми от Европы и Америки, и теперь все будут с нами рассчитываться в рублях, а не в долларах, и внутреннее импортозамещение будет развиваться. Ну, то есть и такие есть штуки, и люди действительно вот в такой ситуации, когда происходит конфликт, война и так далее, они видят очень позитивное движение. И это удивительно. Это люди за конфликт, которые рядом со мной, и я вижу, что в их реальности жить на самом деле приятно, легко и хорошо. Там много радости, я не знаю. Да, война это плохо, люди погибают это плохо, но хорошо, что вот так происходит. Очень странная шизофрения, что действительно рядом ходят люди, у которых одна реальность и другая. И вопрос в том, какую мы выбираем, ту или эту.
Поразило, что моя сестра недавно с такими глазами говорит мне: ну ты же видишь очевидную штуку. Вот там, где есть пропаганда, где пытаются что-то скрыть, там СМИ ограничивают. Я так, да. Она говорит: вот видишь, запрещают наши Russia Today и так далее. Это же очевидно, что это они врут, раз они Russia Today запретили. Я так, а наши СМИ что, не ограничивают? И она говорит: ну все, что я читала, я и читаю, все на месте. Я так, ну ладно, подожди. То есть одними и теми же словами и одна и другая сторона может говорить про другую сторону. Когда прошел месяц, у меня не было ощущения, что это что-то неожиданное. Сначала, когда к этому все шло, все говорили, что не будет никакого вторжения, вообще никакого вторжения. Потом, когда это началось, все говорили, ну как, мое окружение говорило, что это будет по сценарию Осетии, типа 2 дня. И что только на территории ЛНР и ДНР. И как только это все распространилось наружу и на всю страну, и, наверное, уже длилось неделю, а не 2 дня, я начала своему молодому человеку, который так думал, говорить: ага, ты мне так говорила, все происходит по-другому, и это, видимо, будет долго. У меня сразу было ощущение, что это будет долго. Вопрос. У тебя есть какое-то ощущение будущего? Я как раз недавно об этом думала. Так странно, как сказать, как много всего хорошего, что мы не замечали, но было и ушло. И что сейчас тоже очень много всего хорошего, и это то, что должно быть. Ну, у меня есть горячая вода, можно мыться под душем сколько угодно, отопление, свободные прогулки по улицам, и я думаю, что так и должно быть. Не знаю, это нужно ценить. Наверное, у меня сейчас из-за того, что сложно планировать что-то и так, знаешь, создавать себе план на год вперед, потому что непонятно, что как поменяется, у меня будущее немножко сжалось, и очень много внимания освободилось, чтобы обращать его на настоящее. Вот то, что я сегодня делаю, это мне какой-то гарант, что в будущем я буду здоровой, например, потому что зарядку делаю. И я вообще стараюсь не думать о том, что, ну, как сейчас много всяких аналитиков, которые типа не будет хлеба, все айтишники уехали. Ну, много прогнозов таких мрачных. А с другой стороны, много позитивных прогнозов о том, что мы будем сотрудничать с Китаем. И я стараюсь об этом ни о чем не думать, потому что очевидно, что все будет по-другому и абсолютно не так, как мы себе это представляем. Ну, для меня, мне так, наверное, легче. И вот вещи, которые сейчас есть, весна, путешествие в Псков, вкусная еда, это нужно прожить полностью и запомнить. И из-за того, что будущее абсолютно туманно, более туманно, чем обычно, это настоящее, оно чувствуется сильнее. Ну, еще у меня есть некоторый эскапизм. У меня как будто мечты стали ярче, знаешь? Как когда ты подросток и мечтаешь, что когда вырастешь, будешь выступать на сцене. И такие яркие бывают мечты. Вот тоже я сейчас, бывает, сяду и начинаю мечтать, как я буду на пенсии. Не знаю почему, потому что, наверное, я думаю, что через 20-30 лет будет зашибись. Вот через 30 лет будет зашибись. Начинаю мечтать, как я буду бодрой бабушкой, очень богатой. Не знаю. Долго смеется.